Въезжая в Бухарест, мое первое впечатление, что Бухарест серый и неинтересный город, каких полно. И в этом видео я решила постараться показать самой себе и вам, что это не так. И в Бухаресте есть красивые и интересные места. Позади меня здание парламента в Бухаресте. А как там внутри, вы увидите вот в этом видео, я оставлю ссылочку. Потому что сегодня мы в него заходить не планируем. Самое известное здание Бухареста, которое показывают туристам, это дворец парламента. И он, конечно же, впечатляет размерами. Еще бы, ведь это крупнейшее административное здание Европы. В мире по площади оно уступает только Пентагону. Его подземная часть даже больше наземной. Высота парламента 86 метров, а глубина 92. Помимо 12 этажей, которые перед нами, под землей скрыто еще 8 уровней, половина из которых до сих пор недостроена. Его возводят с середины 80-х. Мы в самом центре Бухареста. Это пешеходный квартал, называется Липской. Будем гулять. Мы пойдем такое кафе покушаем. Что, ты уже опять кушать хочешь? Квартал Липскань считается сердцем Бухареста и одним из немногих мест, сохранившихся в образе, олицетворяющем досоциалистическую эпоху. Здесь находится множество старинных зданий, из окон уютных кафе в летнее время доносятся мелодии национальных песен, а мальчишки играют в футбол прямо на каменных мостовых. Квартал Липскань обрел свою известность в XIX веке. Здесь купцы совершали свои сделки, работали ювелиры, сапожники, продавали меховые изделия. Во время коммунистического режима все здания здесь планировалось снести. К счастью, Чаушеску не удалось осуществить задуманное, и исторический центр сохранился и по сей день. Удивляет смесь полуразрушенных зданий, требующих ремонта, с современными ресторанами и гламурными торговыми пассажами. И, конечно же, стоит посмотреть на румынский Атениум, концертный зал в центре Бухареста. Вот мы его сейчас проезжаем. Мама сейчас будет кормить голодного ребенка. Голод? Бери себе. Сейчас мы приехали в одно интересное место Бухареста. Это узенькая улочка со ступеньками вниз. Она называется улица Ксенофон. Мы стоим наверху, она пойдет вниз. Но чтобы увидеть красоту, конечно, по ней лучше подниматься снизу вверх. Но мы сделали, как всегда, наоборот. Поэтому сейчас пойдем посмотрим. Мы спустимся и поднимемся. Сейчас расскажу, чем же знаменита эта улица. В общем, с этой достопримечательностью у нас немножко не сложилось. Сейчас я вам покажу, как это все выглядело несколько лет назад. Вот здесь я оставляю фотографии, и здесь реально была красота. На каждом пролете, с каждым поднятием вверх, были нарисованы достопримечательности Бухареста. И сейчас все, что от них осталось, это вот это разрушенное состояние. Пойдем потихоньку вверх, мы возвращаемся через этот храм к нашей машине. И краска вся полностью стерлась. И сейчас оно выглядит просто обычной улочкой. Самая обычная. Там, кстати, вверху какой-то храм. Ну и вот та вот площадочка с банкетным залом и с рестораном. Но на фото, кстати, было очень даже неплохо. Ну что сказать, конечно, улица Ксенофон меня расстроила. Но могли бы уже раз в год хотя бы реставрировать это все. Остались вот такие вот кусочки краски. Да, здесь что-то было нарисовано. Может быть, к лету они обновят это все и будет что-то красивое. А сейчас ничего. Гена пошел выяснять у официанта этого заведения, это ли эта улица, правильно ли мы приехали. Он говорит, да, здесь уже давно все стерто, все смыто, краска слезла. Вот такие дела. Многие не знают, что Бухарест, оказывается, очень зеленый город. И Бухарест – это город парков. Здесь их десятки. И сегодня мы выбрали один из них, я вам его покажу. Позади нас триумфальная арка Бухареста, аналог парижской. Сходство с Парижской триумфальной аркой символизирует румынско-французскую дружбу. Арка была открыта в 1936 году. Вот здесь, вот на этом клаптике можно стоять и сделать хорошие фотографии. Переходим дорогу от арки, и здесь вход в парк Херострау. Парк основан жителями города на берегах озера Херострау. Раньше здесь были болота. В 1930 году начались работы по их осушению, и уже к 1939 году парк считался одним из самых больших в столице.
Ку-ку. Привет. Где твоя сестра? Идет? А здесь вход в румынскую деревню. Это деревня-музей под открытым небом. Вход со взрослого 30 лей. И походу сегодня выходной. Деревушка небольшая, можно просто погулять по аллейкам и увидеть быт стародавних румын, как жили раньше, их домики, хатки. Ходит вот такой паровозик для деток здесь. Что такое? Чего за крик у нас такой? Что, она с площадки не хотела уходить? А, это у нас обычная история. По парку ездят вот такие паровозики. Ты хочешь на поезд? Сейчас узнаем. Видишь, они ездят по парку и катают деток. Парк Хирострау достаточно большой, и он расположился вокруг одноименного озера Хирострау. Здесь много зелени. Есть деревенский музей, в который мы сегодня не попали, но немножко я вам все-таки покажу. Вот. Есть много аллеек, лавочки, скамеечки, детские площадки, их тоже достаточное количество. Паровозик курсирует по парку. Ну, в принципе, есть где погулять, особенно в хорошую погоду. Хочет поезд. Летом здесь можно покататься на лодочках, а зимой в морозы озеро замерзает, и здесь катаются на коньках. В парке просто изобилие различных скульптур, основателей парка, композиторов. У нас два желания у ребенка. Хочу кушать, как обычно, и хочу на площадку. Все, в принципе. Все наши прогулки похожи. Хочу площадку и кушать. Почему тебе жарко в ногу? Красивое место — это Триумфальная арка. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ищем ресторанчик, где перекусить. Алиса, ты едешь на папе? Наша прогулка прервалась, зашли немножко перекусить, потому что Алиса уже голодная. А потом покажу вам пассаж. Алиса, мы вообще-то с тобой ждем суп, а вы уже начинаете тянуть пиццу. Да? Доца, сначала мы кушаем с тобой супчик, хорошо? Все дети, когда видят картошку, начинается у нас. Договорились с Алисой на пару ложек супа, да? Хочу показать вам вечерний пассаж. Здесь множество кафешек и ресторанчиков, достаточно шумно, красивое место. Вот вечерний Бухарест мне нравится намного больше, чем дневной. Днем он для меня какой-то серый город, большой серый. Вечерний Бухарест — это совсем другой город, это сказка. Старинные узкие улочки зажигаются огнями. Повсюду звучит живая музыка. Туристы и местные жители гуляют. Город оживает. Под вечер похолодало, мы очень много прошли, и Алиса у Гены на плечах уже прикладывается, собирается уснуть.
церковный дворик. Помните, я вам это место показывала днем, в дневное время, когда мы с Асей гуляли в начале видео. А сейчас посмотрите, вечером какая красота, да? Trees of green, red roses too. I see blue for me and you, and I think to myself. А еще добавлю, что Бухарест лично для меня это город мостов. Их так много здесь.